4 года назад в Салехарде чуть не произошла трагедия. Поздним вечером со свай в буквальном смысле съехал старый деревянный дом. Многие жильцы в тот момент находились дома, к счастью, никто не пострадал. Администрация оперативно переселила собственников жилья сначала в гостиницу, а потом и вовсе в новенькие квартиры. Домов, свидетелей освоения Крайнего Севера, немало не только в Салехарде. Из-за действующей здесь программы переселения из аварийного жилья доходит до странного. Квартиры в таких деревяшках резко взлетели в цене. Цены на них начинаются от 4-5 миллионов рублей. И это при том, что жить во многих из них уже нельзя. Но прежде чем мы расскажем о том, кто и почему покупает такие квартиры, и о том, почему они вообще появились, не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа, ссылка в описании, а мы начинаем. Впервые целые кварталы, состоящие целиком из деревянных домов, и целые барачные поселки появились на Крайнем Севере во времена освоения этих земель СССР. Эти регионы имели для страны важнейшее значение как со стратегической, так и с экономической точки зрения, являясь хранилищем природных ресурсов – нефти и газа, руды, золота и алмазов. И хотя в 30-е годы прошлого века на Крайнем Севере вдобавок к прежним появилось несколько новых крупных центров – Норильск, Воркута, Магадан, но большая часть территории даже к середине 20 века все же оставалась неосвоенной из-за суровости природных условий. Повседневная жизнь в большинстве населенных пунктов была на грани экстрима. В те годы попросту не существовало каких-либо особых методов строительства в условиях, где значительную часть года держатся отрицательные температуры. Как правило, рабочие поселки на севере застраивались без четкого плана, скорее хаотично, а наиболее распространенным видом здания был невзыскательный деревянный барак в 2 этажа. В зимнюю пору такое строение мог целиком покрывать снег, при том, что никакими водоотталкивающими покрытиями не пользовались и в помине. Самыми первыми в советские годы появились так называемые сталинские бараки. Это были двухэтажные деревянные многоквартирники, которыми в советское время был застроен весь советский север. Но жизнь в них могла показаться райской по сравнению с тем, как был устроен быт заключенных строителей, занимавшихся прокладкой новой железной дороги. Ее строительство началось в 1937 году. Силами заключенных ГУЛАГа ветку, которая заканчивалась в Архангельской области, дотянули аж до Воркуты. Ее длина составила около 2000 километров. Рабочее движение запустили в конце 1941 года. Дальнейшее строительство стартовало с 2 сторон навстречу друг другу. На каждом направлении было создано по отдельному строительному управлению. На Обском в Салехарде, на Енисейском в Игарке. Объекты прозвали стройками 501 и 503. Курировал проект НКВД, работали на нем в основном заключенные. Работы велись без проектной документации, это отмечалось в отчетах со стройки вплоть до 1951 года. В лагерях обычно было по 6 бараков, у каждого по 2 входа. Тесный тамбур и сразу дверь в жилое помещение. В 2 больших комнатах умещалось по 60 заключенных. Рядом объекты необходимой инфраструктуры: столовая, резервуар с водой, кухня, баня. Был и административный барак с комнатой для хранения документов. На отдельной территории дома для вольнонаемных. Это отдельная, тоже многочисленная категория строителей железной дороги. Сразу после смерти Сталина в 1953 году большая часть заключенных со строек была амнистирована. Остальных перевели в другие лагеря, проект дороги просто заморозили. А бараки и дома для вольнонаемных остались. А как считаете вы, правильно ли сделали власти, прекратив строительство? Или стоило бы продолжать, несмотря на трудности и жертвы? Пишите свои ответы в комментариях. Уже к середине 1950-х жилой фонд в арктической зоне СССР характеризовался как устаревший и недостаточный с учетом возросшего населения, прибывшего на север жить и работать. В большинстве населенных пунктов отсутствовали канализация, централизованное водоснабжение и отопление. К тому же при освоении месторождений первым делом обычно строились производственные объекты, тогда как жилье вводилось с большим опозданием. Но, как это ни удивительно, многих приезжих это устраивало. Сейчас поверить в такое сложно, но в те времена на север ехали в основном комсомольцы. Ребята, которые за идею и на пути к поставленной цели готовы были не то что жить в деревяшке, но в кратчайшие сроки ставить нефтяную вышку посреди голой тундры. Впрочем, их было не так много, чтобы закрыть потребности в рабочих руках.
Кроме того, квалифицированных кадров среди молодежи насчитывались единицы. Тогда правительство СССР решило предложить жителям новую мотивацию, и к романтике освоения тайги добавились материальные блага в виде северных надбавок и стажа. И это сработало. Оставшимся после амнистии и понаехавшим за длинным северным рублем потребовались квартиры. Никто не хотел жить в опустевших бараках. Началось строительство двухэтажных домов из бруса. Но бутобетонные фундаменты для них уже больше некому было делать. Дома ставили на подушку из горелой породы. При этом программа индустриализации первых пятилеток не предполагала возведения более-менее приличного жилья. И людей стали селить все в тех же бараках. Чаще всего они возводились прямо возле предприятий, дабы минимизировать транспортные расходы. Что представлял собой типичный советский жилой барак? Как правило, в здание был один вход, который располагался в центре фасада. Реже, при большой длине здания, входов могло быть 2 или даже 3. Чаще всего они располагались на равном удалении друг от друга. Высота потолков могла варьироваться от 2,5 до 3,5 метров. Чаще всего бараки были двухэтажными. Возводить одноэтажное здание было экономически нецелесообразно, затраты на фундамент и коммуникации были высоки. А возводить деревянные здания выше 2 этажей по тем технологиям строительства было не слишком безопасно. Направо и налево от центрального входа располагались длинные коридоры. На каждом этаже была общая кухня, 1 или 2, с рядом плит для приготовления пищи на твердом топливе, дрова, уголь, торф, а также с рядом раковин с холодной водой для умывания и мытья посуды. Больше нигде в доме воды не было. Далее по коридорам шли двери комнат. Комнаты были небольшими, средняя площадь около 12-15 метров. В каждой комнате жила отдельная семья. Все комнаты имели печь для обогрева жилища, причем где-то печь топилась из комнаты, а где-то из общего коридора, что делалось из соображений безопасности. Для группы бараков также существовала общая кубовая, где можно было брать горячую воду. Туалетов в помещениях не было, существовали отдельные уборные с выгребными ямами, рассчитанные на отдельный барак, либо на блок из нескольких бараков. В ванной внутри тоже, разумеется, не усматривалось. Мыться полагалось в бане, которая могла просто находиться поблизости, либо возводиться отдельно вместе с барачным поселком. Уже ближе к временам распада СССР жители бараков стали самостоятельно обустраивать в помещениях ванные комнаты, так и не дождавшись переезда в нормальные квартиры. Внешние стены бараков, как правило, были деревянными. Иногда в местах с повышенной влажностью и ветрами их могли покрыть штукатуркой. В этом случае задействовались те же технологии, что и при внутренней отделке помещений. На деревянные стены крест-накрест набивали дранку, которую потом замазывали. Понятно, что такая защита от холода и влаги была весьма условной, а о комфорте в быту и вовсе говорить не приходится. А в некоторых российских городах бараки до сих пор успешно существуют и сегодня. Люди продолжают в них жить, прописываться и покупать комнаты. Все потому, что такие аварийные дома входят в региональную программу Ямала по ликвидации аварийного жилищного фонда. Для жителей таких домов, наряду с федеральными, действуют местные меры поддержки. Стартовала региональная программа в августе 2022 года. Ямальская программа позволяет жителям аварийных домов самостоятельно вкладываться в новые квартиры на первичном рынке. За старое жилье предусмотрена выплата с повышенным коэффициентом. Сумма складывается из выкупной стоимости, увеличенной на 25%. До момента новоселья прежнее жилье остается за собственником. Что же возводят на месте снесенных деревяшек? Да что угодно, и исходя из нужд населения. Например, в центре Лабытнанги на месте снесенного аварийного здания по улице Гагарина появится современная благоустроенная территория для прогулок и отдыха. И этот проект не единичный. Только в прошлом году на Ямале благоустроили 15 новых общественных территорий. Впрочем, деревяшки не только сносят, но и дают им новую жизнь, если, конечно, их состояние это позволяет. Например, в том же Салехарде, Лабытнанге, Губкинском, а также в Красноселькупском, Пуровском, Тазовском и Шурышкарском районах в адресной программе капремонта участвовали 150 многоквартирных домов. Но речь, конечно, не только об обычных строениях. Особую ценность представляют памятники истории и архитектуры. Так, 2 года назад в рамках национального проекта «Культура» в Салехарде отреставрировали здание начальной школы 501 стройки.
Когда-то на всем протяжении мертвой дороги единовременно трудилось почти 80 тысяч человек. А в здании начальной школы учились дети офицеров, обслуживающих строительные работы железнодорожной магистрали 501 стройки. Во времена строительства у заключенных даже были свои учреждения культуры. Театр при Обском управлении 501 стройки был организован по инициативе Василия Барабанова, руководителя Северного управления лагерей железнодорожного строительства. Театр зародился в 1947 году на станции Абись, первого штаба строительства трансарктической магистрали, на базе театра Печорской железной дороги в целях проведения культурно-воспитательной работы среди заключенных. Сейчас расположенный в столице Ямала, Салехарде, театр – один из главных памятников сталинского неоклассицизма. Его стараются сохранять всеми силами. Капремонт тут делали несколько раз. И не просто так, а по чертежам сталинской эпохи с использованием аналогичных материалов. Расскажите, приходилось ли вам когда-нибудь бывать, а то и жить в таких деревянных домах? Опишите свои впечатления о них в комментариях и поделитесь своими пожеланиями относительно наших будущих выпусков. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и активировать колокольчик. С вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!